Наш поезд прибывает в резиденцию президента России Валдай. Уважаемый Владимир Владимирович, будьте внимательны и не забывайте ядерный чемоданчик в вагоне. А вы как думали, Путин по стране передвигается? Самолетами? Уже нет. Боится, что его собьет украинская армия. У Владимира Путина никогда не было недостатка в средствах передвижения. В его распоряжении дельтапланы и квадроциклы, вертолеты и лошади, батискафы, мотоциклы и яхты всех размеров. Но в поездках на дальние расстояния российский президент в основном предпочитал пользоваться бортами летного спецотряда «Россия». Так было до недавнего времени. Но в августе-сентябре 2021 года Путин пересел на бронепоезд. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно, чтобы добраться до своей резиденции на Валдае. Бронепоезд – выбор не только Путина. Лидеры Северной Кореи предпочитают путешествовать по железной дороге, а в Советском Союзе спецпоезда использовали не только для руководства страны, но и устанавливали на них ядерное оружие. Путин не случайно начал активно пользоваться поездом именно во второй половине 2021 года. В это время Россия начала готовиться к полномасштабному вторжению и перебрасывать войска к границе с Украиной. Президенту страны-агрессора действительно стоит беспокоиться о своей безопасности. Самолеты спецотряда «Россия» отображаются на профильных сервисах, и спрятать их невозможно. А несколько резиденций Путина, куда он обычно добирался по воздуху, расположены в зоне, где полеты существенно ограничены из-за боевых действий. То есть, если президент захочет посетить свой дворец под Геленджиком, то есть не нулевая вероятность, что его самолет попробуют сбить. Зато на поезде этого можно не опасаться. Поэтому теперь Путин добирается на этом составе до резиденций в Сочи, в Санкт-Петербурге и до своего любимого места – комплекса на Валдае. К слову, поездом же до резиденции на Валдае уже давно добирается и настоящая первая леди России – Алина Кабаева. Как ранее выяснил Центр Досье, она вместе со всей своей семьей покупала билеты на Сапсан и выходила на станциях в Новгородской области, откуда до пристанища президента можно быстро доехать на автомобиле. Отследить поезд значительно труднее, чем самолет. В России практически нет ресурсов, которые позволяли бы это делать. Основной сервис, с помощью которого можно было наблюдать за перемещениями составов, назывался «Где вагон?». Но он показывал только грузовые вагоны. Им пользовались журналисты и аналитики, чтобы следить за переброской войск к границе с Украиной. Неудивительно, что ближе к началу войны им сначала отключили аккаунты, а затем сайт вообще перестал работать. Поезд Путина практически неуловим. Он такого же серого цвета с красной полосой, как и стандартный пассажирский состав. Так что сторонний наблюдатель вряд ли обратит на него внимание. Однажды спецпоезд даже показали журналистам. В ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев проводил в нем совещание, после чего про состав написала «Комсомольская правда». Состав сборный, то есть его отдельно формируют под каждую поездку первых лиц государства. Секретных вагонов лишь несколько, остальные стандартные СВ и купе. Снаружи поезд не показывали, и это не случайно, потому что отличить его от обычного состава все же можно. В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Эти вагоны бронированы. Броня делает поезд заметно тяжелее, поэтому тащит поезд не один локомотив, как в случае с обычным пассажирским составом, а сразу несколько. И еще один цепляют сзади, про запас. Президент всюду путешествует в сопровождении офицеров ВСО, которые обеспечивают ему спецсвязь. Закрытый канал, по которому можно общаться, не опасаясь, что разговор подслушают. В спецпоезде тоже установлено необходимое для этого оборудование. Снаружи его почти не видно. Почти, потому что на крышу выведены радиоантенны, а их закрывают специальные округлые кожухи. Такие же кожухи видны еще на одном поезде, на котором Путин в 2019 году открывал движение по Крымскому мосту. Президент воспользовался этим составом лишь однажды,
но спецсвязь на него все равно установили. Есть еще несколько технических отличий от обычного состава, но и этих деталей достаточно, чтобы найти спецпоезд Путина. Под описание подходит вот этот состав. Несколько локомотивов, антенны спецсвязи. Все на месте. Сложно утверждать, действительно ли это спецпоезд Путина, поскольку нет фото, где президент был бы снят входящим в вагон. Но собеседники досье, которым мы показали снимки состава, сказали, что это почти наверняка тот самый бронепоезд. Сколько же все это стоит? Поезд не самый ходовой товар. Рынок предназначен для больших покупателей, которые приобретают составы в результате крупных тендеров. Поэтому наши расчеты достаточно условны. Но все же. У спецпоезда Путина 4 локомотива, 3 спереди и 1 запасной позади. Стоимость одного локомотива примерно 131 миллион рублей. Значит, 4 локомотива – это почти 525 миллионов рублей. В спецпоезде 11 вагонов. Один вагон – это примерно 45-50 миллионов рублей. 11 вагонов – это 495-550 миллионов рублей. Итог – чуть больше миллиарда рублей. И это без учета затрат на то, чтобы бронировать несколько вагонов и поставить на них спецсвязь. Есть и еще одно доказательство, что перед нами непростая электричка. На вагонах можно заметить фирменный знак. Это эмблема компании Grand Service Express. Это частная железнодорожная компания. Она основана в 2002, в 2019 стала единственным оператором перевозок в Крым, а в 2020 году попала под санкции США. Крымское направление досталось фирме не случайно, ведь у нее весьма интересные собственники. Еще недавно владельцами были 2 офшора. Первый, кипрский, принадлежит бизнесмену Михаилу Рабиновичу. Рабинович – профессиональный железнодорожник. Его феномен в том, что он сотрудничает с железной дорогой при любых руководителях, писал про него Forbes. А собеседник в окружении бизнесмена утверждал, что Рабинович неплохо знаком с семьей друга Путина, Юрия Ковальчука. Второй офшор, который владеет Grand Service Express, с британских Виргинских островов. На эту же компанию записан особняк Клейн-Михель в Санкт-Петербурге. Издание «Собеседник» называло его «домом приемов администрации президента». Но главное, что там зарегистрирована фирма виолончелиста Сергея Ралдугина и еще одного друга Владимира Путина. А сам особняк находится в ведении топ-менеджера Банка России Юрия Ковальчука. Иными словами, перевозчик действительно связан с Ковальчуком. Сейчас Grand Service Express на 80% принадлежит структуре РЖД, но оставшиеся 20% все еще записаны на офшор Ковальчуков. Как неожиданно, состав, который полностью подходит под описание спецпоезда Владимира Путина, принадлежит старинному другу президента. Нет, ну кто бы мог подумать? В действительности связь Юрия Ковальчука и спецпоезда вполне логична. Окружение Владимира Путина устроено по принципу мафии, а обязанности разделены. Кому-то отведена роль номинала, кому-то охранника. Кто-то выстраивает сложные финансовые схемы. А Ковальчук – кто-то вроде завхоза-распорядителя. Его структуры управляют несколькими резиденциями Путина, в том числе знаменитым дворцом под Геленджиком. Распоряжаются яхтами и даже владеют авиакомпанией, которой пользуется подруга президента Алина Кабаева. Забота о досуге босса дает Ковальчуку уникальную возможность чаще других находиться рядом с Путиным. Это главный ресурс современной России, ведь президент уже 3 года на строгой самоизоляции, и круг его контактов максимально сузился. Ковальчук же всегда может поговорить с главой государства в одной из его резиденций, которыми он и управляет. По одной из версий, именно эти разговоры и убедили Путина, что стоит начать войну с Украиной. Неудивительно, что Путин доверил своему другу не только несколько любимых дворцов, пару яхт и самолет Кабаевой, но и собственный спецпоезд. Скорее всего, состав еще и оплатили за счет бюджета, ведь все, кто связан с поездом, так или иначе зарабатывают за счет государства. Основные активы Юрия Ковальчука когда-то принадлежали казне и госкомпаниям, а потом были приватизированы или выкуплены в результате сомнительных сделок. А Grand Service Express получил от властей карт-бланш
на перевозку пассажиров в Крым. Так что мы опять оплатили Владимиру Путину его очередные капризы за счет своих налогов. Впрочем, возможно, главе государства придется пересмотреть и эту свою привычку. Ведь с начала войны железные дороги не так уж и безопасны. Крымский мост взорван, и состав, проезжавший в момент подрыва, горел особенно красочно. А в соседней Беларуси вовсю орудуют партизаны, срывающие железнодорожное сообщение и мешающие подвозить военную технику к украинской границе. И, похоже, этот опыт переняли и в России. Мы продолжим рассказывать о Владимире Путине, его окружении и их активах. Не забывайте подписываться. Пока!